Городские власти радовались, что обеспечили людей современными и красивыми остановками. Но вот бездомная собачка подросткового возраста, которой приходилось прятаться от дождя на этой остановке, была с ними не согласна. Да, хотя бы такая крыша над головой, это тоже ничего. Однако такое хлипкое и маленькое сооружение не могло защитить от ледяного дождя. Собаку бы больше устроило, чтобы здесь осталась старая остановка, которую еще построили в СССР, именно она была рассчитана на наш суровый климат. Но ничего поделать было нельзя. Собачка забилась в самом дальнем углу, где было относительно сухо. Свернулась калачиком, чтобы хоть как-то согреться. Повезло, что так поздно вечером здесь не было людей, которые прогонят под дождь. За свою короткую жизнь собачка поняла, что спокойнее быть одной. Но тут на остановку пришла пожилая женщина, собака посмотрела на нее тревожным взглядом. Нет, она не такая, кто будет кричать или обижать. Видно, что на ней простая одежда, но все подобрано со вкусом. А что она ищет в сумке? Может, у нее там есть что-то вкусное? Да, я угадала. Собачка делала вид, что не обращает внимания на копошение женщины в сумке. Но ее выдал хвост, который начал двигаться из стороны в сторону. Однако тут у собаки перед носом возникла котлета, и о всех приличиях было забыто. Она за 2 секунды слопала вкуснятину и обратила свой радостный взор на добрую старушку. Автобуса все не было. Но тут подъехали старенькие «Жигули». Из машины вышел пожилой мужчина и открыл двери перед женщиной. Скорее всего, это был ее муж. Всего хорошего, добрая душа, спасибо за угощение. Жаль, что котлета была всего одна. Однако машина не торопилась уезжать. Спустя минуту мужчина опять вышел, взглянул на собачку и открыл задние двери машины. Конечно, она не торопилась запрыгивать, ведь было неясно, что это именно для нее. Тогда мужичку пришлось собачонку запихивать. Весь путь собачка сидела, прижав уши. Люди разговаривали между собой о каком-то Джеке. Недавно этот Джек ушел на небеса. Но вот его теплая будка осталась пустовать. Поездка заняла около получаса, не более, но за это время собачка сильно разволновалась. Въехали во двор, мужчина открыл дверь сначала женщине, а потом собаке и повел ее к маленькому домику. Очень комфортная штука. Словно ее специально делали для собак. Вот бы мне такую. Дождь все становился сильнее, а мужичок стал недовольно переминаться с ноги на ногу. Собака смотрела то на мужчину, то на будку и не могла понять, что ей можно зайти внутрь. Мужичок в это время успел сходить в сарай и принести с собой солому и какие-то тряпки. Все это он засунул в будку, а после потолкнул собачку. Однако та только с недоумением смотрела на него, мол, чего ты меня толкаешь? Только женщине удалось заманить собачку в будку. Она принесла из дома миску, из которой пахло очень вкусно. Миску с едой поставили внутрь будки, и уже не нужно было запихивать собаку. Очень комфортно, уютно, тепло и дождь не попадает. А еще еда. Как бы я хотела здесь остаться навсегда, так думала собачка. И не понимала, что ее желание уже исполнилось.